Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас шокирует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И снова у нас император. Ну, ребятушки, я не могу сказать, что вам сейчас очень хорошо. Я не могу сказать, что вы находитесь в таком позитивчике, прям, скорее наоборот. Несмотря на то, что вы выпали императором, да, но у этого императора могут проигрываться у некоторых из вас, опять же, да, финансовые проблемы. Это может быть потеря работы, это может быть задержка зарплаты, это может быть урезание зарплаты, да, сокращение, то есть такие моменты. Это переживания могут быть абсолютно также любого характера. Ну, давайте уточним, с чем это связано. Да, вот и с финансами это связано, и с любовной сферой. То есть, смотрите, это однозначно здесь и переживания по поводу женщин. У кого-то два в одном, и финансы, и женщина. Это, конечно, трэш, это как двойной удар. Император, императрица. Это потеря женщины, которая была в вашей жизни, вашей настоящей любовью, вашей реально настоящей императрицей. Вы сейчас, скорее всего, еще так и не отошли, ну не оправились от этого шока, вот, который вас постиг в связи с этой женщиной. У кого-то это уже пройденный этап давно, но, возможно, даже годы прошли после разрыва. Но, тем не менее, это может проигрываться, что вы до сих пор так и не нашли свою настоящую любовь, да. Вы так и не смогли, допустим, довериться другим женщинам, вы не смогли устроить свою личную жизнь, потому что есть некоторые вот и опасения, и недоверие к женщинам, да, и страхи есть. Вы человек, который, в общем-то, с таким довольно непростым характером. Я не могу сказать, что вы будете прям сюси-пуси со всеми окружающими. У вас есть твердый характер, у вас есть свое мнение, и иногда вы бываете довольно вспыльчивым. Причем, вот я бы сказала, что ну, вы себя реально не дадите никому обманывать, и в обиду вы себя не дадите. Вот такой вот, иногда вы, ну, такой жесткач бываете, да. Вы человек, который очень любит стабильность, вы не любите менять вот ни женщин, да, вот кто-то любит сегодня одна, завтра вторая, послезавтра третья. Вы любите стабильность в отношениях, в работе, ну даже в интерьере дома как-то вот вы любите, да, вот вы привыкаете, вот один, значит один, да, человек. Вот я так поставил диван и кровать, там шкаф или еще что-то. Вот оно у меня так стоит, да. Вот вы не любите постоянно переставлять, движуху какую-то делать, да. То есть вот это такая довольно неплохая ваша черта характера, постоянство. Вы человек, который, несмотря на то, что да, вы уже взрослый человек, взрослый сформировавшийся мужчина, боже, уже все, заплетык языкается, да, что называется. От жары уже плавишься, все. Смотрите, вы, да, сильный взрослый мужчина, но в душе, вот в душе вы как взрослый большой ребенок. Вы иногда, знаете, можете подурачиться, вот, но это будет очень-очень в тесном кругу. Это могут быть либо с друзьями, вы можете вот как мальчишки в детстве как-то поприкалываться, подурачиться, да, либо же с женщиной. Я не говорю, что это сейчас, но вообще вот есть такие моменты, когда вы любите, когда у вас все супер в отношениях, это, возможно, было раньше. Вы могли дурачиться вот, ну, реально как дети, как подростки какие-то, да, подкалывать друг друга, ну, по-доброму подкалывать, да, дурачиться, шалить и так далее. То есть, ну, вот есть какое-то такое вот ребячество однозначно в вашем характере. Но то, что присуще, конечно, недоверие к людям, это, конечно, в принципе... Это норма, когда ты познаешь предательство, когда ты познаешь обман, то здесь ничего удивительного нет. Так, что же еще происходит у вас в жизни? У вас очень нехватка идет любви.
нехватка именно вот семьи, даже я бы сказала, нехватка именно вот этих эмоций, когда ты находишься вот в семье, да, вот этом доме, который ты сам построил, который ты сам обустроил, вот все-все-все, да, потому что, ну, как правило, настоящие мужчины, когда вот у них есть семья, когда там любимая женщина, дети, дом, ну, как правило, вы же добытчики, да, вы все зарабатываете и приносите в дом. Поэтому вот у вас как-то не хватает вот этих эмоций, когда ты приходишь домой, а тебя женщина, любимая женщина, встречает, допустим, с горячим ужином, да, когда тебе еще там маленький ребенок прыгает на шею с криками «папа пришел», да, вот этого тепла, что ли, не хватает вам, именно вот семейности вот этой, потому что, да, я не скажу, что вам безумно плохо одному. В этом, в принципе, вы какой-то свой комфорт тоже видите, да, в одиночестве вы, ну, я не скажу, что вы прям умираете, да, плохо без женщины, да, можно страдать за женщиной, но я не скажу, что вы, ну, прям с ума сходите один, нет. Но, тем не менее, вот именно семейного тепла, вот этого уюта, да, вот этого, может быть, даже детского смеха, да, вот этих ароматных каких-то запахов, да, когда же любимая женщина что-то вкусное приготовила, вот этого именно вам и не хватает. Плюс еще я вам скажу, что, в принципе, вы такой человек, который сами довольно неплохо можете манипулировать людьми. Вот и вами можно управлять, несмотря на то, что вот вы выпали императором, но и вы довольно неплохо управляете людьми, если вам это нужно, да, вот вы так это все обустраиваете, что очень заметно вы можете вот реально вот управлять. Поэтому я скажу, что вы, ну, вы сильный мужчина, реально. Вы сильный и морально, и физически сильный. И, в общем-то, по деньгам особых таких вот проблем в будущем я у вас не вижу. Да, вот у некоторых вначале проигрывается, что может быть связана какая-то, я не знаю, там проблемка такая, может быть сокращение, увольнение, да, вот есть. Но, в общем-то, вот и в дальнейшем я не вижу у вас проблем. Вы все равно найдете, как выкрутиться из этой ситуации, там, безденежья, либо же временной нехватки денег. Вы все равно такой вот, ну, настоящий император. Поэтому, я думаю, вам нечего переживать. Так, смотрим, что же такое произойдет, что вас шокирует, либо же кто шокирует, да? Что же такое случится в вашей жизни? Привет из прошлого, да? Смотрите, в вашей жизни неожиданно появится дамочка, которая для вас уже вычеркнута, которая абсолютно не существует. Это человек, которого вы знаете, да? Человек, которого вы, возможно, раньше любили, которого холили, лелеяли, которого, я не знаю, готовы были на руках носить, да, но эту женщину, понятно, готовы были носить на руках. Не случилось, не сложилось, да, но здесь появление этой женщины будет для вас, ну, как гром среди ясного неба, да. Это может проигрываться не обязательно дама, которая была вашей женой. Это может быть дама, с которой у кого-то был роман, у кого-то, может быть, даже это была первая любовь, да, ну, то есть это здесь очень, ну, скорее всего, да, вот по дьяволу у нас могут даже любовники проигрываться, либо же вот-вот должны были стать любовниками, но не сложилось, да, вот такая вот симпатия, может быть, была. Но как гром среди ясного неба появление этой женщины будет. Давайте попробуем ее коротко описать сейчас, что это за женщина. Однозначно, она находится на расстоянии, она не с вами. С ней, да, вот у вас что-то любовное было. Любовная любовь, либо же роман, либо симпатия 100% это было. Но похоже, что вы поругались, расстались, поскандалили. Не очень красиво это вышло. Но здесь, знаете, вот все-таки какой-то обман падает. Вы так проанализируйте, потому что у каждого своя ситуация будет проигрываться, потому что некоторым даже любовницы изменяют. Вот в чем трэш весь. Вы с этой женщиной однозначно, вы не общались какое-то время, потому что, ну, вы, может быть, даже обманщицей в чем-то считаете, предательницей, да. Вот вы перестали с ней общаться, вы не захотели дальше никаких дел иметь с этой женщиной.
Она такая, ну, моложавая, либо же чуть моложе вас, либо, ну, плюс-минус вашего возраста. Чувства однозначно были, да, пусть даже влюбленность, пусть не безумная любовь, но опять же, это было расставание. Как же будет ее проявление выглядеть? Что же будет дальше? Посмотрите, она проявится настолько резко, настолько неожиданно, да, оказывается, смотрите, в чем ситуация. Она вас не забыла. Вот у вас были с ней отношения, да, либо же почти были у кого-то, так скажем, да, почти роман. Но она вас не забыла, она помнила. У нее были и раньше на вас довольно серьезные виды, серьезные ставки она на вас делала. Да? Вот именно семейная карта у нас выпала. Она хочет вот реанимировать ваши отношения, да, чтобы снова вы были вместе. Повторюсь, это может быть, ребят, и как бывшая жена ваша, и может быть у кого-то там подружка ваша, состоявшаяся, ваши леваки, вот в таком плане. Либо несостоявшиеся леваки, но тем не менее женщина не забыла, имеет серьезные отношения к вам и серьезные намерения. Поэтому смотрите, вот она объявится спустя вот время, что вас шокирует, да, вот вы не общались, а тут на тебе здравствуйте. Она мечтала о вас, давно мечтала, она думала о вас. Так, почему она не проявлялась? Давайте спросим, почему не проявлялась? Во-первых, она как-то вот переживала, что вы ее то ли не примете, отошьете. Вот она боялась вашего гнева. Почему же сейчас она решила к вам проявиться? Ей очень плохо. Она какое-то вот то ли расставание пережила, вот очень-очень непростой период. У нее и по деньгам были проблемы. Она, знаете, даже вот она, когда будет проявляться, она все-таки две карты сомнений у нас выпадает. Она все равно будет какое-то время еще колебаться. Стоит ли к вам проявляться, не стоит. Вот есть некоторые такие сомнения у нее. Но опять же, еще раз говорю, серьезные намерения у человека. Вот она все-таки не выдержала. Уж очень сильно вы ей нравитесь. Уж очень сильно она как-то вот, ну, запала, что ли, на вас. Вот она не может вас забыть, вот если по-простому. Это женщина, с которой вы были даже где-то, вот я вам скажу, на гулянках, вот совместные празднования. Вот как-то вот вы пересекались с ней. Но, знаете, вот она не смогла найти мужчину даже из-за того, что как-то вот все вам не соответствовали, они не были похожи на вас. Знаете, как обычно бывает, что вот выбирают по одному типажу. И мужчины, и женщины, да, вот один типаж мужчин выбирают, один типаж женщин выбирают мужчины, да. Она как-то вот, ну, она не прыгала по жезлам абсолютно, но тем не менее вас она не забыла. Да, у нее были периодические романы, вот когда вы не общались, но тем не менее вот все-таки ее тянет к вам, вот тянет, причем вот тянет серьезными намерениями. Посмотрите, вот даже вот у нас примирение вышло, причем вы помиритесь, я вам скажу. Вы помиритесь, когда вот она появится, вы помиритесь не сразу. Здесь идет карта примирения. Вот помиритесь, но как-то вот очень осторожно, постепенно вы будете мириться с ней. Как-то вот она вас испугает даже своим каким-то вот появлением, может быть, напором каким-то, да? Вот несмотря на то, что у нее сомнения, она довольно активная, такая страстная женщина. И, ну, как-то вы так призадумаетесь, да, стоит ли с ней мириться, стоит ли не мириться. Еще раз повторю, ребята, это может быть не бывшая. Поэтому не путайте, потому что я знаю, что сейчас многие могут начать мне писать, что нет, с бывшей никогда. Еще раз говорю, это может быть какой-то левак ваш, это может быть даже женщина, которая была до вашей бывшей, может быть еще там давняя ваша какая-то любовь, это может быть, ну, любой привет из прошлого, это не обязательно вот бывшая, которая нанесла вам серьезные душевные раны.
Ну, то есть, эта женщина вас именно шокирует, понимаете, своим появлением, что вот вы, казалось бы, да, вот вы, может, как-то вот поругались, да, вот у нас карта ссоры выпала, вот вы поругались, вы разошлись, да, на какой-то период, и здесь она вот так, как ни в чем не бывало, появится неожиданно и начнет, ну, по-своему, как-то вот по-женски, но атаковать вас. Это будет, ну, такой легкий шок, да. Ну, давайте посмотрим все-таки, что же будет с ней дальше. Да, ну вот примирение падает однозначно. Не сразу. Вы не сразу пойдете на это примирение. Вы будете переживать какой-то период. Но я вам скажу, смотрите, однозначно, у вас все равно с ней падает любовь. Сначала это будут какие-то вот именно, ну, любовные отношения, что ли, да. Сначала это будут именно такие интимного характера, вот по старой памяти, по старой дружбе, так скажем. Но потом вот это вот, ну, как бы, как же назвать, ну, такой вот несерьезный роман, что ли, да, вот дружеский кекс, как я называю, по дружбе. Он может перерасти в отношения, да, у нас туз кубков выпал, здесь падает у вас и любовь, причем взаимная любовь, когда захлестывает эмоции, когда захлестывают чувства обоих причем. И здесь даже у вас будет страх потери, вот у вас страх, страх, печаль и как бы опасения такие, да, чтобы все-таки ее не потерять. Вот несмотря, да, такой парадокс получается. С одной стороны, когда-то вот ваши пути дорожки разошлись, а теперь снова вот, да, вот через дружеский кекс у вас все может прийти опять же к новой любви, да, вот к примирению, вот к отношениям и так далее. Поэтому, ребятушки, вот такой легкий шок вас постигнет в скором времени, так что не переживайте, если какой-то вот привет из прошлого в виде женщины, какой-то вашей, может быть, прошлой, либо несостоявшейся любви, несостоявшегося романа, вот может пожаловать в вашу жизнь. Так что ждите, и кто хочет, можете смело вступать в эти отношения, довольно неплохие будут, довольно страстные, довольно такие интересные, но в то же время переживательные. Переживательные в том смысле, чтобы не потерять эту женщину, чтобы второй раз ее не упустить. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!